Привет! Меня зовут Светлана. Сегодня 25 сентября 2021 года и на канале очередное видео, в начале которого я хочу поблагодарить всех оказавших мне поддержку. Друзья, в прошлом видео челлендже от Лилии Токарской «Набор моей мечты» я поделилась с вами мечтой о схеме от Golden Kite, ее первый урок. И посетовала на свою незадачу о формате схемы, и что, скорее всего, схема так и останется в моих мечтах. Я и не подозревала, что сейчас возможно все, что существуют программы, способы и методы решить любой вопрос. Но я прямо средневековье какое-то ранее. Не в обиду средневековью будет сказано, конечно, это я о себе. А есть девчонки, которые с легкостью в этом разбираются. Прямо, я бы сказала, феи всевозможных электронных приложений. Девчонки оказали неоценимую поддержку и готовы оказать содействие в решении моей незадачи. Вселили в меня надежду. Очень хочется, друзья, озвучить имена феюшек. Елена Соколова, Ирина Дончинова и Елена Азизова. Если вдруг, друзья, неправильно произношу фамилии, вы меня извините. Девочки, огромное вам спасибо за ваше участие, неравнодушие, за желание приблизить человека к мечте, за ваш душевный порыв. Спасибо. Вообще комментарии под видео, под прошлым, все настолько доброжелательные, трогательные. Чувствовалась ваша абсолютная поддержка, друзья, и желание, чтобы у меня все получилось. Спасибо вам всем большущее. Буду стараться ее исполнить. Ну, главное, я понимаю теперь, что схему можно приобретать и не бояться, что она просто будет лежать в виде схемы и не более. Ну, а что сегодня у нас в программе? Сразу после анонса я познакомлю вас с готовой вышитой заготовочкой для создания елочной игрушки. Это, так сказать, попутный процесс, я бы даже сказала, процесс прилипала к акуле, основной вышивальной работе, которой я уделяю большую часть своего свободного времени. Эта картина «Любимая мелодия», отчет по продвижениям которой я и хочу представить вторым пунктом. Ну а затем, друзья, мы всем нашим тайным, ну пока нет названия, любительским клубам по успешно сложившейся традиции отправимся в уже ставшее нам близким Средневековье. В таинственное Восточное Королевство, полное всех благ мира и христианской гармонии, во главе которого стоял не менее легендарный правитель, царь-священник, пресвитер Иоанн. Ну что, сейчас по обыкновению вернемся к первому пункту. Вот отчет по заготовочке. Готова вторая кошечка. Вот она, красуня. Видно вам или нет, какой у нее кулон на шейной ленте? Золотой в виде сердца. Ажурный воротничок, чепчик с алой ленточкой. С усами я уже сильно не заморачивалась. Вот они, усы, и из ушей усы. Щетина. Не щетина, но чешуя еще рыбья. Шерсть из ушек. Сейчас где-то моя ручка, которую я всегда ищу, хотя готовлю заранее.
Вот шерсть из ушек и усики. Уже с этой дамочкой я особо не страдала. Все как лег бэкстич, усики, шерстка. Все так и будет. Дамочку зовут Мисс Прайм. Хотя мне хочется сказать Прим, такая Примма. Главная. Сохранила даже схемочку. Сейчас покажу вам. Вот она. Правда, она вся черканая, перечерканная. Ну, я всегда стараюсь не усложнять себе жизнь, а максимально облегчить. Так, ну здесь ее особо не видно. Превью я так, друзья, и не нашла. Ну вот, вон вторая. Это у меня остатки от какой-то работы, уж и не помню от какой. Здесь будет еще третья кошечка. И где-то надо будет придумать вышить четвертую. Их всего 4. Вот такая леди Пинк. Почему-то мне ее хочется назвать Адель. Из летучей мыши. Опереты. Вот прям Адель такая кокетка. И вот такая спокойная домашняя кошечка с кулоном. Мамочка, у нее, наверное, котята, которых она поведет на новогодний праздник. Такая дамочка. Ну вот, друзья, как вы видите, я все разлинеиваю, максимально упрощаю. Вышиваю на пяльцах. Пяльца вот на такую лапку вставляю. Ой, зацепила все. И вышиваю. Вот так. Вот такие заготовочки. Когда все будут готовы, постираю, отглажу и буду мастерить елочные игрушки. Тоже мне нравится. Праздник на носу. Я обычно, друзья, отставляла основной процесс и вплотную, начиная с ноября, занималась елочными игрушками. Но сейчас стараюсь совместить, потому что я знаю, что многим интересно продвижение любимой мелодии. Мне тоже очень хочется ее продвигать, я ее люблю, мне интересно. Ну, стараюсь совмещать. Конец воскресенья и немножко понедельника посвящаю игрушкам. А там пошли у меня невышивальные дни, не было возможности вышивать. Ну, в общем, любимая мелодия вышивалась, когда моглось. Ну, перейдем непосредственно к ней. Сейчас, друзья, мы с вами находимся. Я надеюсь, видно, да, что схема разработана творческой мастерской «Артель Белый кролик». Картина по картине художника Евгения Эдуарда Зампиги. Схема разрабатывалась. И размер схемы 576 на 420 стежков. Задействовано 200 цветов в работе, из них 102 бленда. Вот такая картина. И сейчас, пока перед нами превью, сейчас покажу, где мы с вами находимся. Мы с вами находимся, захватываем бутылку с вином, красиво оплетенную, тарелочку, пошла немножко скатерть, ножки нашего героя Джузеппе, рука готова уже, предплечье девицы, розочки, всевидящее око и верх. В общей сложности сейчас переходим непосредственно к вышивке. Вышито уже около 18,5%. В крестиках 44 800, по-моему, приблизительно, друзья. Ничего я не высчитывала, не подбивала. 3 дня у меня удавалось вышивать. В общем, вышито всего около 3000 крестиков.
Но я рада и этому. Прошлая неделя я болела, дела были запущены, пришлось наверстывать. Ну, в общем, сколько бы мы ни вышли, все это продвижение и не может не радовать. Друзья, у нас закончен еще один элемент. Это гармонь. Несказанно рада. А Джузеппе как рад. Цветет и пахнет. Причем полностью уже вышита рука, вторая Джузеппе. Даже виден манжет закатился здесь. Розочка, молодец, пробивается всеми силами. Вот предплечье розочки в белой блузочке, складочки, все как надо. Тоже предплечье идет ровно, не разбросано на пиксели. Мне нравится. Здесь видно ее лента, головной убор, которой подвязаны ее волосы, пышные такие, темноволосые она у нас. Уже понятно, что она улыбается. Мне все нравится. Ремень, как просматривается на руке от гармонии. Сам Джузеппе уже, видите, насколько он заполнен. Мне очень нравится разработка. Вот смотрите, друзья, гармонь, она не просто плоско выглядит на картине, на вышивке, а именно объемно и по-настоящему. Вот ее идет продолжение, вот она. Просто это тень, низ гармонии, падает тень, и поэтому не настолько ярко. Но все хорошо просматривается. Вот бока гармонии, это меха идут. Молодцы. Белый кролик, конечно, молодцы. Девочки постарались, спасибо им. Ножки. Вот здесь штанишки его идут, складочки. Тоже очень все понятно, аккуратненько. Все сделано. Ну, его сюртучок мы рассматривали уже. В общем, мне нравится. Да, друзья, бутылка с вином уже закончена. Это идут уже складки скатерти. Тарелочка уже вот она есть. Это уже идут складки. Белая скатерть. Сейчас где картинка? Вот она, картиночка. И вот мы сможем с вами... Сейчас я немножко... чтобы было видно. Вот так, друзья. Это складки уже здесь такие темненькие. Видны, и будет белая скатерть. Как я смотрю на картинку и говорю, все как в жизни. Темная полоса прошла, теперь наступает время белой полосы. Скатерть белая будет. Вот так, друзья. Что не может не радовать. Нравится мне, как проработана и бутылка, и тарелка. Тарелочка тоже, видим, какие края. Ровные, понятные. Все хорошо и замечательно. Вот так. Вот так, друзья, отчиталась вам по продвижениям. Конечно, не ах, как хотелось. Ну, что можно сказать по этому поводу? Все свободное время посвящаю вышивке. А оно, насколько позволяет, настолько и вышивается картина. Вот так, друзья. Ну что, полюбовались мы на Джузеппе, красавчика. Мне нравится, как здесь на руке свет падает с окна. Молодцы. Здесь высветлили немножко, чтобы подчеркнуть, рука у него, сюртучок коричневый.
и камин такого же цвета, и чтобы не сплывалось и не разлеталось. Как вот сделано все, молодцы, девочки, проработали, спасибо, хорошо постарались. Мне нравится, да. Вышивается, как я повторяю, нелегко. Уровень сложности 5, поэтому все ожидаемо. Но вышивается интересно, много всевозможных элементов. Мне нравится, интересно. Вот, и понятно. Ну что, друзья, все рассказала вам, все показала. Если, может, у кого-то возникает какой-то вопрос, может, я чего-то не договариваю, но я напомню, я вышиваю на канве Аиде 18-го каунта, нитками ДМС по ключу, крестиком в 2 сложения. Вышиваю по электронной схеме, по саге. Ну вот, если вдруг возникают какие-то вопросы, если я смогу на них ответить, я отвечу, спрашивайте. Ну а сейчас, друзья, мы знаем, да, с вами, что нам надо делать. Я вот сегодня только думала, смотрю, девчонки готовятся, все результаты за год к Новому году, какие вышивки, по каким процессам, сколько кто, что, сколько вышел. Я думаю, что мне приготовить? Вот какой отчет? Я-то однопроцессница, да? Но у меня только что путешествия, буду отчитываться, где мы с вами были, с кем общались. Видимо, у меня будет своеобразный такой отчет. Ну, а там посмотрим, да? Ну что, друзья, все собрали с собой необходимое, приготовились, да? Устраиваемся поудобней. Приглушаем основной свет. Мы с вами отправляемся в Средневековье. Таинственное Восточное Королевство Иоанна Пресвитера. Напомню, друзья, пресвитер в православной католической церкви – священник. В средние века большую популярность приобрели легенды о могущественном христианском государстве на Востоке, полном всех благ мира и христианской гармонии, во главе которого стоял не менее легендарный правитель, царь-священник, пресвитер Иоанн, в русской литературе поп Иван. Он вел свое родословие от евангельских волхвов, первыми пришедших поклониться Христу. Впрочем, пресвитер Иоанн признавался потомком как волхвов, так и святого Фомы, предположительно основавшего раннюю, а значит подлинную христианскую церковь в Индии. Имелись даже определенные письменные свидетельства, подтверждающие факт существования идеальной страны. Но существовал ли этот загадочный правитель в реальности и где находилось его удивительное царство, если таковое, конечно, было на самом деле? Историки склоняются к мысли, что легенда о загадочном Восточном царстве и самом пресвитере Иоанне не более чем попытка выдать желаемое за действительное. Если такового государства не было, то его необходимо было придумать, так как в нем консолидировались чаяния и устремления средневекового человека. Легенда о пресвитере Иоанне, полумифическом христианском правителе, жившем где-то в Индии, который играл одновременно роль короля и патриарха, распространилась с середины XII века от берегов реки Хуанхэ до Атлантики, среди китайцев, турок, монголов, персов, арабов, индийцев, армян и всех европейских народов, участвовавших в крестовых походах. Период формирования легенды занимает около 4
100 лет. В русскую литературу древнюю легенда проникла под именем сказания об Индийском царстве. Энциклопедический словарь Брагауза и Фрона утверждает, что основанием слуха послужил имевший место успех несторианского христианства среди племен Средней Азии, о котором писал Абуль-Фарадж. Легендарный же элемент сказания о царстве, полном всех благ мира, и о царе-священнике, идущем на защиту христиан от неверных, создался благодаря угнетению восточных христиан турками и сарацинами. Первое известие о пресвитере Иоанне появляется в летописи Атона Фризинского от 1145 года. Эта летопись повествует о событиях, происходивших вплоть до 1156 года. Согласно ей, в 1145 году епископ Хью из города Гибаль посетил папу римского и рассказал ему о некоем короле и священнике по имени Иоанн, который жил в далекой стране на востоке и происходил от одного из библейских волхвов-мудрецов, пришедших поклониться младенцу Иисусу в Вифлееме. И сам король, и все его подданные были христианами. За несколько лет до этого, одержав победу над медянами и персами, он намеревался освободить Иерусалим от неверных, но не смог форсировать реку Тигр. Из летописи Атона Фризинского свидетельство о существовании царя-священника переходит в другие хроники. Общеизвестная версия легенды основана на двух упоминаниях о посещении патриархом Индии, Константинополя и Рима во времена папы Каликста II 1119-1124. Трудно подтвердить или опровергнуть достоверность этих сведений, поскольку оба свидетельства были из вторых рук, словами со слов. Также все ссылаются на письмо пресвитера Иоанна, подлинность которого, правда, подвергается сомнению, предположительно написанного императору Византии Эммануилу I Комнину 1143-1180. Это письмо, появившееся около 1165 года и подробно описывавшее чудеса и богатства, поражало воображение европейцев и распространялось в еще более приукрашенной форме несколько столетий, а после изобретения книгопечатания и в печатном виде, будучи актуальным элементом народной культуры в эпоху географических открытий. В письме пресвитер Иоанн сообщал, что его королевство простирается от развалин Вавилона до Индии и даже за ее пределы. В его стране, пользующей почетом и уважением у королей 72 стран, водятся слоны, верблюды, рогатые люди, кентавры, сатиры, великаны и даже легендарная птица Феникс. А в самом центре владений пресвитера Иоанна находится фонтан вечной юности. Тому, кто трижды попьет из него, никогда не будет больше 30 лет. Своим королевством Иоанн управляет с помощью волшебного зеркала, в котором видно все, что происходит, даже в самых отдаленных уголках его обширных владений. Армия короля насчитывает 10 тысяч всадников и 100 тысяч пехотинцев. Впереди идут 14 носильщиков, они несут золотые кресты, искусно инкрустированные прекрасными драгоценными камнями. Письмо пресвитера Иоанна имело активное хождение при светских и церковных дворах средневековой Европы, несмотря на то, что это, скорее всего, была фальшивка. Подкупала история о том, что армии пресвитера дошли чуть ли не до Месопотамии, но нуждаются в поддержке Запада.
В Европе времени крестовых походов это порождало надежду на то, что стоит христианам чуть поднажать, и мир ислама, взятый в клещи, не устоит. Письмо пресвитера Иоанна, быстро распространявшееся в Европе, было переведено на несколько языков, включая иврит. До сегодняшнего дня сохранилось несколько сотен копий письма. Современный контент-анализ варианта письма на иврите позволяет сделать предположение, что автор письма был выходцем из среды евреев Северной Италии или Лангедока. Во всяком случае, авторство, по всей видимости, принадлежит европейцу. Однако цели его поступка не вполне ясны. Реальной подоплекой фальшивки было, скорее всего, существование многочисленных несторианских общин, осужденных на Вселенском соборе в Эфесе в 431 году и рассеянных по всему Востоку, от Багдада до Монголии и Китая. Склонность к богословским спорам вообще отличала восточно-православный мир, Византию, так же, как и любовь к юридическим тонкостям являлась особенностью западного мира с самого его рождения. Несторианство было течением в раннем христианстве. Его основателем и патриархом стал Несторий Константинопольский, 428-431 год, утверждавший, что Иисус Христос, будучи рожден человеком, лишь впоследствии воспринял божественную природу. Суть учения состоит в том, что Христос понимается как особая человеческая личность, в которой стал обитать Логос Божий. Напомню, друзья, логос – термин древнегреческой философии, коим обозначаются космический разум, смысл, слово, закон, речь, основа мира, его порядок и гармония. У Фрейда – символ человеческого разума. С точки зрения православия, которое видит в Христе сам Логос, это означает, что единый Христос разделяется на два разных. Один из них – Логос, а другой – человек, сын Марии. Несторий был низложен на Третьем Вселенском соборе в Эфесе после того, как отказался именовать Деву Марию Богородицей. Согласно Несторию, Деву Марию можно было бы именовать Христородицей, потому что она родила Христа, но не Богородицей, так как Бог не был рожден. По учению же Александрийского епископа святого Кирилла, главного оппонента Нестория, единая природа Бога Слова воплощенная включает в себя не только индивидуальное человечество Иисуса, но и всю полноту обожествленного человечества, всех спасенных и спасаемых, то есть всю Церковь. После осуждения несториане перенесли свою деятельность в Азию, в отличие от основного потока христианства, развернувшего свою работу в Европе. Особенного успеха несторианство достигло у кочевников. Однако в XIII веке восточные несториане стали жертвами жестокой внутриполитической борьбы в Монгольской империи. Поскольку слухи о чудесном королевстве пресвитера Иоанна стали распространяться как раз в эпоху крестовых походов, то неудивительно, что папа Александр III стал искать с ним союза. Во время Второго крестового похода многие рыцари верили, что пресвитер Иоанн придет им на помощь и поможет вновь отвоевать Палестину у мусульман. Доверие к упомянутым сообщениям было столь велико, что папа Александр III 27 сентября 1177 года
даже направил письмо пресвитеру Иоанну через своего эмиссара Филиппа, бывшего и его личным врачом по совместительству. Посланник уехал, его долго ждали, но он так и не вернулся. Больше о Филиппе никто не слышал. Что ж, миссия эта была едва ли выполнима, поскольку никто не знал, где находится загадочное королевство. Идея о царе-первосвященнике на Востоке не могла также не прельстить и императора Фридриха Барбароссу и его окружение. Царь-священник не нуждается в папе, и таким образом светская и духовная власть сосредоточивались в одних руках. Отличный прецедент для борющегося с папой императора. После взятия Милана в одном из его соборов нашли якобы мощи 3 царей-волхвов, пришедших с Востока и связанных с царством пресвитера. Они были с триумфом перезахоронены в Кёльне, священном городе германских королей. Вскоре в городе, где находилась гробница Карла Великого, была совершена церемония беатификации, причисления к лику святых. Но Фридриху Барбароссе необходим был ныне живущий царь-первосвященник. А тут императору удалось закончить многолетнюю войну с гвельфами на приемлемых условиях. Заключение мира ускорил и проект Третьего крестового похода 1189-1192. В походе участвовали также английский король Ричард Львиное Сердце и французский король Филипп II. Барбаросса надеялся, что, разгромив с помощью мощной армии курдского правителя Египта Саладина, отнявшего у Запада Иерусалим, он сможет продвинуться дальше на восток и встретить пресвитера Иоанна, который поможет германскому императору сломить всех врагов и стать единоличным главой западного мира. Однако Господь посрамляет высокоумие мудрецов. Барбаросса погиб, находясь в гостях у своего союзника князя Льва, правителя Киликийской Армении, юг Малой Азии. Согласно общепринятой версии, немолодой император утонул, купаясь в горной речке. Однако вера людей в существование неподвластного возрасту правителя, его чудесного царства, осталась непоколебимой. С падением владений крестоносцев в Палестине слухи о пресвитере Иоанне утихают. Но они возрождаются с появлением авангарда армии Чингисхана в Персии и Армении. Когда монголы в XIII веке вторглись в Палестину, христиане, населявшие остатки государств крестоносцев, верили, что Чингисхан был пресвитером Иоанном, пришедшим спасти их от мусульман. Справедливости ради стоит отметить, что к этому времени в Средней Азии уже была богатая история христианства. Католические миссионеры, ездившие ко двору Чингисхана, а также позднейшие путешественники, в течение долгого времени разыскивали в Азии пресвитера Иоанна. Поиски заветного царства оказались безуспешными, и потому в 1487 году португальский король Иоанн II командировал Педро де Кавильяна и Альфонсо Паеву в новую экспедицию. Она прибыла в Абиссинию, где большинство населения исповедовало ориентальное православие монофизитского толка и признала местного царя пресвитером Иоанном. Очевидно, из-за нетипичного для региона христианского вероисповедания. Вопрос о личности пресвитера Иоанна остается открытым и по сей день.
Различные историки придерживаются самых разнообразных точек зрения. Разброс мнений впечатляет. Гумилев в одной из работ «Поиски вымышленного царства. Легенда о государстве пресвитера Иоанна» подробно анализирует всю имеющуюся информацию и отрицает реальность пресвитера Иоанна. Он доказывает, что легенда о царстве пресвитера Иоанна была выдумана рыцарскими орденами Иерусалимского королевства с целью направить второй крестовый поход в Месопотамию. Легенда о сильном союзнике должна была внушить мысль о легкости предстоящего похода. Итак, если исторические хроники не смогли сообщить нам никаких подробностей об этой личности, то, может быть, какой-то ключ к пониманию мы сможем найти в средневековой поэзии, где также упоминается имя пресвитера Иоанна. Ведь поэт иногда бывает настоящим провидцем, и потому в поэтических образах и символах нередко заключена некая доля истины. Пресвитер Иоанн упоминается в легендах о Граале и рыцаре Парцефале. По многим деталям видно, что между главой братства Грааля, которого поэты именуют также владыкой мира, и главой таинственного христианского государства на Востоке существует сходство. В поэме Вольфрама фон Эшенбаха о Парцефале имя пресвитера Иоанна упоминается лишь однажды, да и то в самом конце поэмы. Там сказано, что пресвитер Иоанн – сын сводного брата Парцефаля, что он, будучи священником, является и царем Индии, и что все цари Индии, наследующие трон после него, принимают это имя. Таким образом, правители этой сказочной индийской страны наследуют имя Иоанн из поколения в поколение. Может быть, Вольфрам фон Эшенбах рассказал бы более подробно о пресвитере Иоанне в своем Титурелле, но этот труд остался незавершенным. И его работу впоследствии использовал и дополнил другой немецкий поэт Альбрехт фон Шарфенберг, XIII век, который свою поэму «Новый Титурель» посвящает царю Иоанну и роли Грааля в Индии. В 40-й главе поэмы, где автор очень подробно изображает царство Иоанна, он, несомненно, использовал ранее упомянутое легендарное письмо пресвитера Иоанна византийскому императору, местами воспроизводя его буквально. Насколько популярно было указанное письмо, настолько же прославленным и распространенным сочинением был в свое время и новый Титурель, дошедший до наших дней во многих вариантах. Хотя в повествовании о пресвитере Иоанне в новом Титуреле много сказочного, тем не менее оно представляет весьма значительный интерес и содержит немало таких подробностей в описании загадочного братства Грааля, которые нашли отражение и в других источниках. Сказание о пресвитере Иоанне оставило неизгладимый след и в русском сознании. Интерес к таинственному Востоку всегда был присущ русскому народу, постоянно соприкасавшемуся с племенами и народами Азии. Но наиболее ярко этот Восток олицетворяла для него богатая Индия, страна чудес, откуда с паломниками и купцами приходили на Русь самые фантастические сведения и легенды. Первым путешественником в Индию называют тверского купца Афанасия Никитина, XV век. Но, конечно, немало было отважных странников-дальнепроходцев и до него, о которых история умалчивает.
Из самой Индии, этого неведомого края, в 1533 году впервые в Москву прибывает посол великого Магоа Бабура и вручает послание правителя Индии, в котором тот предлагает великому князю России дружбу и братство. С тех пор взаимные контакты обеих стран становятся все более частыми. Поэтому понятно, что и легенда о восточном царе Иоанне в конце концов и в русском сознании тесно сплелась с представлениями об Индии и превратилась в своеобразное сказание об индийском царстве. Легенду, которая с XV века была очень популярна в русской литературе и оказывала влияние даже на народные традиции. Эта легенда сохранилась в 47 списках, которые часто весьма разнятся в своих деталях. Русское сознание превратило пресвитера Иоанна в православного царя, который повсюду охраняет и поддерживает христиан. Он над всеми царями царь, и ему принадлежит все пространство, все земли, и только там, где небо сходится с землей, границы его государства. В пределах его страны, по-видимому, находится и земной рай. Вблизи рая раскинулось песчаное море с высокими пустынными и необозримыми горами. По одной версии, царь Иоанн живет на острове вместе с браминами, мудрыми, благородными и высоконравственными людьми, смиренными, милосердными, все понимающими. В царстве индийского царя Иоанна из русского сказания нет ни воров, ни завистников, ни лжецов. Над этой страной, полной материальных и духовных богатств, Бог руку свою держит. Среди величайших чудес здесь магическое зерцало праведное. Кто глядит в него, видит все когда-либо содеянное им злые и добрые дела. И не только собственные грехи, но и все то, что любой человек совершает в своем доме, а также дружеские или враждебные действия других стран против русского народа. Во дворце хранится чудесный камень, господин всем каменьям дорогим. В ночи же светит, аки огонь горит, освещая тьму, а днем он, как чистое золото. Камень Грааля. А в замке, который выстроен из драгоценных каменьев мудростью Соломона, друга Иоанна, сияет камень, который виден далеко в море. Он ярче огня, как звезда. Там находится также негниющее древо жизни. Помазанный его миром человек больше не старится, и глаза его никогда не болят. Или если в золотой зал вносят больного, он тотчас выздоравливает. Глухой обретает слух, к немому возвращается дар речи. Помимо уже названных, в европейских библиотеках существует немало других источников, имеющих прямое или косвенное отношение к личности легендарного пресвитера Иоанна. Но все эти труды, как и сотни рукописей писем царя Иоанна и папы Александра III, сохранившихся в пыли архивов до наших дней, несомненно представляют собой лишь небольшую часть той литературы на эту тему, которая существовала в средние века, но впоследствии по той или иной причине погибла. Вряд ли их можно считать неоспоримыми доказательствами реальности этой страны, воплощенной мечты человечества о рае. Но что-то все-таки не дает окончательно объявить тему закрытой. Вот так, друзья. На сегодня все.
Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Мне очень важно, интересно всегда знать ваше мнение. Я желаю всем мира, здоровья, благополучия. Встретимся в следующем видео. А пока, пока.